Всем привет, друзья! Это включение из 14 дня. Как вы видите, у меня отпали все корочки. Давайте фокус увеличим. Да, вот так выглядит первичный результат после пересадки на 14 день, то есть спустя 2 недели. По регламенту необходимо на 10-14 день, если корочки сами не отпадают в результате мойки головы, рекомендуется их, крайне настоятельно рекомендуется их удалить самостоятельно. Но многие сталкиваются с такой проблемой, что просто это страшно. Просто страшно дотрагиваться до головы, так как до нее уже 10 дней я не трогал, возможно, даже 14 дней. Это запрещено вообще по регламенту. Поэтому есть некий страх, как у меня, как и у многих он был. И я вам предлагаю лайфхак стопроцентный, как без страха, без ущерба удалить корочки. Во-первых, после мойки они размокают, они становятся не жесткими, а очень мягкими и легко удаляются. Но если вы вообще не хотите дотрагиваться до головы, ловите супер лайфхак. Воспользуйтесь женской косметической мягкой кисточкой. Я взял самую мягкую кисточку и после мойки на час нанес пантенол. Графты размякли, корочки на графтах. Сами графты жестко сидят, хорошо, все замечательно, как вы видите. Размякли корочки, после этого нанес шампунь детский, как полагается, как в клинике прописали, вот все, что из-за раздатки. Минут на 10, потому что он тоже содержит пантенол, там какие-то масла тоже, они немножечко размякли, теплые, максимально горячий нельзя, но вот максимально теплой, горячей водой, насколько это возможно, без ущерба, с помощью пульверизатора смыл весь шампунь, тоже хорошенько размягчил размягчил эти корочки и с помощью этой мягкой кисточки аккуратно, легкими движениями удалил. Удалились они в течение от легкого касания за пару минут, поэтому не бойтесь, все в этом плане будет хорошо, если вы соблюдаете все инструкции. Вот. Также сейчас я предполагаю, что начнется активное шоковое, стрессовое, как называют, реактивное выпадение волос. Это естественный процесс. Кстати, когда я кисточку удалял, я уже замечал, что небольшие волосы в корочках оставались. Меня это не пугало, потому что, как и предупреждали в клинике, это естественный, это нормальный процесс, стресс для организма, для волос. Это именно были волосы, то есть в них не было ни луковицы, ни еще чего-то, это были одинарные, единичные маленькие волоски. Когда кожа головы и графты придут в порядок, да, наступит стадия роста, все отрастет. Об этом поподробнее я расскажу позже, покажу на своем примере. Я уже, да, как я говорил, начал замечать, что после мойки потихонечку выпадают. Я думаю, что этот процесс, так как я буду ответственно подходить, я буду делать плазмотерапию. Как я говорил в предыдущем ролике, я пью коллаген, пью все витамины, биотин, которые мне выдали в клинике. Я думаю, у меня этот процесс пройдет быстрее и менее психологически болезненно. Потому что PRP-терапия, плазмотерапия очень в этом плане помогает. Есть куча на эту тему отзывов. Я думаю, это объективно. Вот. Важный момент – проблемы кожи головы. У меня усилилась сиборея, так как до этого была, возможно, пересушенная, возможно, где-то ужирненная кожа головы. У меня часто салились волосы. Дошло до того, что это до пересадки. Приходилось чуть ли не каждый день мыть голову, там, разными средствами пользовался. Вероятно, да, стресс от операции вызвал, как мне, кстати, в клинике об этом тоже предупреждали, может усилиться, да, сиборея после отказа от детского шампуня, когда уже ближе к 15 дню переходишь на свой родной шампунь, обыкновенный, да, взрослый. В клинике сказали, что нужно будет прислать им фотографии, так как салообмен в коже головы немножко нарушен, да, это называется саловыделение. Нужно будет им прислать фотографии, описание, они помогут подобрать правильный шампунь и лечение.
Это иногда кого-то может касаться, поэтому важный момент. Это очень обнадеживает, что в клинике пишут. После операции мне врач дала свой телеграм, ну, свои соцсети, там, свой мессенджер, в котором можно задавать самостоятельно вопросы, и сама мне написала спустя там 7-10 дней уточнить, как мое здоровье, как мое самочувствие. В принципе, я особо сейчас сибарей не ощущаю, но я предполагаю, что при переходе на обычный шампунь это начнется, поэтому напишу врачу, мы это все обязательно скорректируем. Вот, что касается дальше. Для меня это будет через пару недель, вы это увидите уже в следующем кадре. Я сделаю плазмотерапию у себя уже в городе, расскажу о своих ощущениях, дам такой практический отзыв и, может быть, еще какой-то лайфхак открою для себя, поделюсь с вами. Поэтому не прощаюсь с вами, следите. Итак, у меня уже 32-й день пошел, 2-й месяц. Я полностью вернулся к нормальной жизни, занимаюсь делами, практически ни в чем себя не ограничиваю. Подготовил себе много конспектов, поэтому буду иногда к ним обращаться. Про шоковое выпадение. Как вы можете видеть, оно активно усилилось. Практически большая половина, большая часть выпала пересаженных волос, пересаженных графтов. Не графтов, именно волос. Видно, что волоски, при мойке головы, видно, что волоски именно обламываются. То есть выпадают именно те, которые находятся на поверхности. Те, которые получили стресс, они должны выпасть, чтобы на их месте луковица запиталась, прошла все стадии, вот это анагенез, телогенез, точнее телогенез, ангенез, и перейти уже к терминальной стадии, когда выросли и себя хорошо чувствуют. Психологически меня это абсолютно никак не беспокоит, потому что, наверное, в связи с пересадкой выпал немножко из жизни на пару недель. Сейчас занимаюсь делами, поэтому не до этого. А когда будет до этого, уже, я думаю, все вырастет. Поэтому все замечательно. Да, я ранее в ролике говорил про сибарейный дерматит. Это частое проявление, частое заболевание кожи головы и волос. Характеризуется простым языком перхотью, но это перхоть это всего лишь симптом, который нужно не просто гасить, а именно лечить, как не гасить симптоматику, а лечить заболевание в корне. В клинике посоветовали профессиональный шампунь, уходовые средства. Результат супер, меня все устраивает. За 2 недели очень сильно это заболевание усилилось, потому что пользовался пантенолом, пользовался детским шампунем с пантенолом, которые сами по себе жирные, они делают кожу более жирной, ну, на того требовала ситуация, того, как бы, тот этап того требовал, это обязательно. У меня кожа более подвержена повышенное, ну, как сказать, простым языком стало выделение, поэтому у меня появились очаговые, да, очаги дерматита, вот, патологический, поставили мне сибарейный дерматит. В клинике все, как я сказал, посоветовали, поэтому решено все супер. Да, это недешево, но в целом улучшилось не только пропала болезнь, а в целом улучшилось качество своих волос, их внешний вид, они перестали так быстро пачкаться. То есть я могу раньше, если я должен был как минимум раз в 2 дня помыть голову, то сейчас уже теоретически можно и раз в 3-4 дня. Это говорит уже о здоровье, в первую очередь, кожи головы, да, о состоянии волос как следствие. Пишите в комментариях, подсоветую, подскажу, или звоните за консультацией. Все подскажу, расскажу, какими лучше средствами тоже. Все детально изучил весь рынок. Персональные рекомендации смогу дать. Вот, исходя уже из своего опыта и из той информации, которую я получил от специалистов, от трихологов в клинике. Поэтому пишите в комментариях. Дальше. Курение и спорт. На 21-й день я начал курить кальян, начал курить легкие табаки. Итого вместе с подготовкой к операции я не курил практически месяц, больше месяца даже. Это должно было, и на мой взгляд это повлияло, хорошо
сказалось, так как никотин, он негативно сказывается на сосудах, он их сужает и ухудшает питание как следствие приживаемость волос. Ну и в целом это во вред операции, поэтому неделю до операции не курил и получается около 3 недель после операции начал потихонечку с легких табаков. Заниматься спортом начал, соответственно, через месяц, то есть вот буквально несколько дней назад начал, и вчера провел вторую тренировку, чувствую себя замечательно, сразу же улучшилось в целом самочувствие, очень скучал по спорту, по тренировкам. Ну, естественно, начал потихонечку, это легкие занятия, бег, растяжка, то есть, думаю, это в целом также улучшит циркуляцию крови и в частности к голове, что ускорит приживаемость, ну, ускорит регенерацию, появление новых волос. Вот. Буду публиковать также фотоотчеты на своем канале в Дзене. В описании к видео оставлю ссылку, переходите, смотрите, там буду подробно все в текстовом формате писать, также отвечать на вопросы и публиковать фотоотчеты. Вот. Дальше. Плазмотерапия. Самый, наверное, важный момент. Так называемая еще PRP-терапия, плазмолифтинг. Я сделал первый укол красоты через месяц после операции. Буду делиться также в Дзене результатами и всеми фотоотчетами. Переходите, смотрите. Что касается плазмы, давайте тогда кратенько расскажу. Как я ранее говорил, плазма содержит высокую концентрацию тромбоцитов, которые в свою очередь участвуют в образовании соединительной ткани. Поэтому это категорически важно. Они отвечают за рост волос, за их качество, волос, ногтей, всех соединительных тканей. Поэтому будем на моем примере, на моем опыте сравнивать до и после. Я думаю, через 2 месяца уже даже для вас это, конечно, гораздо раньше вы увидите результат. Буду его публиковать. И можно заметить, что у меня очень истончились волосы в зоне макушки. Но так как они там достаточно плотно сидят, там негде просто физически невозможно было загущать. Вот, можете наблюдать. Поэтому я надеюсь, что чтобы они не выпали в дальнейшем, плазма мне очень поможет. Плазмотерапия. Мне попался очень крутой врач, поэтому я уверен в результате. И шоковое выпадение, в принципе, закончилось. Дальше будут самые приятные этапы. Буду держать вас в курсе. Пишите в комментариях ваши вопросы. С удовольствием отвечу. У меня для вас есть крутой бонус в той клинике, в которой я делал. От меня будет очень крутое предложение, поэтому если кто-то заинтересован, хочет сделать пересадку в лучшие клиники, объективно в одной из лучших клиник в СНГ, я думаю, в лучшие клиники в России, пишите, обращайтесь, я как минимум дам вам подробную консультацию и помогу оформить на самых выгодных условиях. Я думаю, это как раз будут самые выгодные условия в России, поэтому обращайтесь. Следующее видео выйдет скоро, расскажу про стрижку, расскажу про бритье и занятия спортом, в целом поделюсь опытом. До встречи!